Как бороться с храпом? Полезные советы. Первое. Постарайтесь снизить массу тела. Второе. Не употребляйте алкоголь и не курите перед сном. Третье. Принимайте пищу за 34 часа до сна. Четвертое. Не спите на спине. Пятое. Полощите горло отваром ромашки. Он уменьшает отечность и помогает избежать временного храпа. Шестое. Облепиховое масло для увлажнения. Рекомендуют закапывать в нос за несколько часов для сна. Результат станет заметен через 2-3 недели. Седьмое. Ингаляции с эфирными маслами. Ингаляции проводят перед сном с эфирными маслами, эвкалиптовым, розмариновым, мятным или сосновым. Сильный аромат быстро помогает прочистить нос, оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. Храп. Причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения. Храп – это специфический низкочастотный вибрирующий звук, издаваемый человеком при дыхании во время сна. Он отмечается у 50% детей и приблизительно у 30% взрослых. Легкое похрапывание может быть у каждого и не требует лечения. Громкий храп нередко является признаком синдрома обструктивного апноэ сна, СААС, многократной кратковременной остановки дыхания. Когда человек бодрствует, мышцы глотки, мягкого неба и языка находятся в тонусе, просвет верхних дыхательных путей сохраняется свободным, дыхание – легким и бесшумным. Во время сна мышечный тонус снижается, мышцы мягкого неба и стенок глотки постепенно расслабляются, немного сужается просвет глотки. Если присутствуют предрасполагающие факторы, приводящие к избыточному расслаблению мышц глотки или ее сужению, то при дыхании и прохождении струй воздуха ее стенки начинают вибрировать и создавать характерный звук – храп. В фазе глубокого сна происходит дальнейшее снижение мышечного тонуса в нижней части носоглотки и ротоглотки, мягкое небо, корень языка, надгортаник, что может приводить к полному спадению глотки и развитию острого эпизода удушья. В результате органы начинают испытывать кислородное голодание. В ответ на это головной мозг восстанавливает контроль над глоточной мускулатурой, и дыхательные пути снова открываются. Человек громко всхрапывает и делает несколько глубоких вдохов, в организме восстанавливается нормальное содержание кислорода. За ночь этот цикл может повторяться многократно, до 400 500 остановок дыхания различной продолжительности. Величина просвета верхних дыхательных путей на уровне глотки зависит от исходного внутреннего диаметра глотки, от степени снижения давления в просвете во время вдоха, от тонуса глоточных мышц во время сна. Частые эпизоды удушья со снижением концентрации кислорода в крови обуславливают сонливость на протяжении всего последующего дня, головные боли, снижение потенции, потливость и частое мочеиспускание ночью, развитие сердечно-сосудистых, метаболических, эндокринных, неврологических и психических нарушений. Острый и хронический недостаток кислорода во время сна существенно увеличивает риск артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта и внезапной смерти во сне. Тяжелая форма апноэ сна у детей ведет к выраженному синдрому дефицита внимания и гиперактивности, к отставанию физического и психического развития. Разновидности храпа. Врачи выделяют несколько видов храпа в зависимости от тяжести его развития и возможных последствий. Изолированный или неосложненный храп эпизодически может наблюдаться у всех людей во время простуды, а также в результате сильной усталости, употребления алкоголя. Постоянный возникает не реже 3 раз в неделю. Осложненный храп, когда присутствуют эпизоды остановки дыхания во сне. Возможные причины храпа. Наиболее частыми причинами сужения просвета дыхательных путей на уровне глотки у взрослых являются отложение жира в стенках глотки у пациентов с ожирением, отложение жира в области мягкого неба, небного язычка, боковых дужек сужают и сдавливают просвет глотки, увеличение небных миндалин, аденоиды, полипы в носу, искривленная носовая перегородка. Врожденные аномалии верхних отделов дыхательных путей
недоразвитие верхней или нижней челюсти, злокачественные или доброкачественные новообразования носоглотки, увеличение языка, синдром Дауна, врожденные опухоли, эндокринные нарушения, амилоидоз, ринит, протекающий с воспалением и отеком носовых ходов, удлиненный небный язычок, киста Тарнвальда, врожденное кистоподобное образование, расположенное на задней стенке носоглотки, деформация лицевого скелета после травмы, гипертрофия голосовых связок, гортани и языка при акромегалии и другие. Основными причинами храпа и формирования синдрома обструктивного апноэ сна у детей являются аденотензилярная гипертрофия, аллергического или воспалительного происхождения, ожирение и ринит. Постоянное дыхание через рот приводит к формированию у ребенка вытянутого по вертикали лица, маленькой и смещенной назад нижней челюсти, скушенности зубов. Развивается вторичная гипертрофия небных миндалин. При отсутствии лечения хронической носовой обструкции у ребенка к 2012 годам могут сформироваться дефекты развития лицевого скелета, которые сами по себе будут являться факторами риска развития храпа. К 2530 годам развиваются умеренные и тяжелые формы синдрома обструктивного апноэ сна. Пациенты с гипотереозом, снижением функции щитовидной железы, предрасположены к набору массы тела и отекам висцеральных тканей, а также снижению мышечного тонуса. Как результат, склонность к возникновению храпа. При акромегалии у взрослых отмечается непропорциональный рост отдельных органов, в том числе языка, что приводит к сужению просвета, глотки на уровне корня языка и увеличивает риск развития СААС. Нервно-мышечные дистрофические процессы, старение, нейромышечные заболевания, боковой амиотрофический склероз обуславливают нарушение работы мышц, в том числе тех, которые отвечают за поддержание просвета дыхательных путей в открытом состоянии во время сна. Это увеличивает риск спадения стенок глотки и развития синдрома обструктивного апноэ сна. Алкоголь, наркотики обладают миорелаксирующим действием, расслабляющим действием на мускулатуру, тормозят активность головного мозга и способствуют возникновению храпа. Курение оказывает отрицательное хроническое раздражающее действие на верхние дыхательные пути, в результате формируется отек тканей, приводя к сужению дыхательных путей и провоцируя нарушение дыхания во сне. Риск развития храпа у курильщиков в 2 раза выше, чем у некурящих пациентов. К каким врачам обращаться при храпе? При наличии храпа необходимо обратиться к отоларингологу или сомнологу, специалист, занимающийся проблемами сна. Могут быть рекомендованы консультации и лечение у других специалистов, онколога, диетолога, стоматолога-ортодонта, кардиолога, эндокринолога, невропатолога. Диагностика и обследование при храпе. Полисомнография – это длительный инструментальный метод диагностики нарушений сна, который проводится для оценки функционирования организма в период сна, выявления отклонения активности головного мозга, дыхания, сердечной деятельности и определения причины нарушений сна. На пациента устанавливают около 18 датчиков, которые крепятся на голову, туловище и конечности. Во время сна датчики регистрируют показатели дыхания, насыщение крови кислородом, дыхательные движения грудной клетки и брюшной стенки, положение тела и движение нижних конечностей, электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, электрическую активность мозга, электроокулограмму, движение глаз, электромиограмму, тонус подбородочных мышц, храп. Видеокамеры над кроватью фиксируют реакции человека во время сна. Затем врач расшифровывает полученные данные. Компьютерная сомнография – метод диагностики нарушений дыхания во сне. Прибор размещают на запястье, а 2 внешних датчика устанавливают на палец для регистрации насыщения крови кислородом и пульса, и на грудь для регистрации эпизодов храпа, позиции тела, движения грудной клетки. Результат обрабатывает компьютер. Кардиореспираторный мониторинг – аппаратный метод регистрации потока воздуха, проходящего через нос и рот, движения грудной клетки и брюшной стенки, храпа, насыщения крови кислородом.
Кроме того, снимается электрокардиограмма. Респираторный мониторинг, аппаратный метод фиксации дыхательного потока, храпа, содержания кислорода в крови, параметров пульса. Прибор крепится на запястье, а идущая от него канюля устанавливается в носу. Рентгенографию лицевого отдела черепа, компьютерную томографию или МРТ проводят для уточнения особенностей деформации костей носа, челюстей. Определение точной локализации, размера, структуры новообразования, рентген околоносовых пазух, рентген черепа, МРТ головного мозга, КТ головного мозга и черепа, КТ околоносовых пазух. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.